Приветствую! С вами Яра, и сегодня мы будем готовить запеченный сыр камамбер. Я думаю, многие из вас хотя бы однажды были во Франции, где вам удалось попробовать этот замечательный сыр. Сыр камамбер родом из Нормандии. Он очень пряный, с ореховым вкусом, и для меня он обладает цветочным ароматом. Я считаю, это великолепное сочетание, которое французы придумали, сочетать его с ароматными травами. Сегодня у меня здесь тимьян и розмарин. Обязательно мой любимый чеснок, куда без него. Мед, белое вино, но оно выпарится. Оливковое масло, соль и перец. Такой простой рецепт, он заслуживает, чтобы его приготовить. Нам нужно будет сначала подготовить наш камамбер. Камамбер берите в такой берестяной формочке. Вот так. Открывается, закрывается, которая нам послужит формой. Если у вас камамбер в картонной коробочке, используйте просто любую рамекен, круглую форму или квадратную форму. Можно обернуть его фольгой, чтобы он не потерял форму. Я люблю, когда камамбер остается в его натуральной форме. Снизу он немного побольше, а сверху он поменьше. Мы его так и кладем. Но он у меня не пролазит, поэтому я его переверну. Теперь нам важно проделать в камамбере отверстие. Для чего это делается? Наша заправка, которую мы будем делать из чеснока, тимьяна и розмарина, а также меда и вина, должна проникнуть глубоко в камамбер. А камамбер в процессе запекания растает и превратится в густую, пряную, нежную массу. И чтобы эти все вкусы поженились и соединились качественно, нам надо сделать отверстие. Вы можете наколоть ваш сыр вилкой, но я люблю, когда прям все сильно перемешивается, поэтому я сделаю вот такие ромбообразные надрезы на сыре. Старайтесь, чтобы ваш нож не прошел до дна. Нам нужно сделать надрезы только на верхней части, чтобы начинка зашла вниз, но не выходила. Теперь мы можем взять лист для выпекания. Я кладу пергаментную бумагу на случай, если он потечет. И мы займемся начинкой. Для начинки я возьму немного тимьяна. Обожаю тимьян, как и чеснок. Они два моих фаворита. Я бы их ела каждый день, что, собственно, я и делаю. И немножечко розмарина. Розмарина мы возьмем поменьше, потому что он очень яркий по вкусу. И текстура у него более плотная, чтобы это не чувствовалось в процессе поедания. Мы это тщательно измельчим. Измельчите, как вам удобно. Хотите в ступке, хотите на досточке. Я сегодня поленюсь и не буду заводить целую ступку ради этого. Вот так у нас я эти травы складываю, нажимаю левой рукой на кончик ножа, а правой я буду его вести вверх-вниз, влево-вправо. Таким образом, как секатором, я нарезаю наши травы. Кстати, этот сыр, на удивление, во Франции очень редко едят именно так, в запеченном виде. Камамбер и другие сыры во Франции едят вместо десерта или вместе с десертом по завершению трапезы. Так, травы у нас готовы. Теперь надо натереть чеснок. Для этого размера мне подойдет 1,5-2 зубчика. Как вам нравится. Если вы любите очень чесночный, положите 2. Если вы любите чеснок в умеренных дозах, положите 1. Вообще, повторюсь, что все мои рецепты – это всего лишь рекомендации. Готовьте, и вы узнаете, как любите вы, как любит ваша семья. Тут, может быть, единственный, для кого вы это готовите. Кстати, неплохое блюдо для любого повода. Это может быть закуска к вину, это может быть закуска к приходу гостей. Чесночок я сюда помещаю. Считается, что блюда, которые люди съедают вместе, а именно так и задумано, то есть такой sharing концепт, объединяют людей. И на это мы и надеемся.
Для того, чтобы все наши вкусы связались, я немножечко добавлю оливкового масла, куда без него. Итак, наша масса готова. Все вкусы поженились. Теперь я ее распределяю на сыре. Уже очень красиво и вкусно. Такой праздничный, нарядный фейерверк из белого цвета, с зелеными вкрапинками. Оливковое масло золотистое. Чудесно. Я добавлю немножечко соли, совсем чуть-чуть. И перца, который, на мой взгляд, хорошо гармонирует с сыром. Сейчас я отправляю камамбер в духовку на 15 минут. И после нам останется только добавить вино и мед. Все будет готово. А пока камамбер наш в духовочке, мы поджарим багет. Он уже хрустящий достаточно. Но я хотела бы получить очень-очень хрустящие гренки. Поэтому я нарежу его тоненькими ломтиками. И каждый ломтик я еще нарежу пополам. То есть у нас такие будут как бы пальчики из багета. Вы можете хлеб поджарить и без масла. Можно добавить немного оливкового масла. Мы, наверное, сделаем без масла все-таки. Потому что сыр камамбер сам по себе достаточно плотный, жирный. Я думаю, что в преддверии лета никому не нужны лишние калории. Багет я обожаю. Я всегда беру вот такой sourdough багет. Ну, здесь в Дубае он, конечно, продается. Где вы живете, я не знаю. Постарайтесь брать обязательно хлеб на закваске. У него совершенно потрясающая другая энергетика. Итак, наш камамберчик готов. Запах восхитительный. Здесь травы успели немножко подрумяниться. Как красиво. Финальный момент. Нам надо будет добавить вино. Я немножко раскрою наши кубики, которые мы делали, чтобы вино проникло прямо туда. Алкоголь из вина испарится, потому что мы сейчас снова отправим это в духовку. Совсем 1 столовую ложечку буквально. И сверху я добавляю мед. Мед любите, какой любите, добавляйте. У меня весенний мед, хотя сейчас зима. И снова отправляю в духовку на 5 минут. Ух, какие ароматы! Наш камамбер готов. Запахи стоят невероятные. Он еще даже шипит. А теперь наш камамберчик отправится на подиум. Берем наши хрустящие греночки и раскладываем их. И я украшу эту доску веточками тимьяна, потому что у нас тимьян есть внутри. Мне кажется, будет хорошо. Итак, наше блюдо готово. Камамбер, запеченный с прованскими травами, медом, белым вином и с гренками. А я немножечко попробую. Невероятный сырный вкус. Столько пряностей. У меня такое ощущение, что я где-нибудь сейчас в Бургундии. Волшебное блюдо для крупных компаний, а может быть только для двоих. А с вами была Яра. До новых встреч.